Вот оно, мое любимое время года. Первые пару дней января, когда у тебя еще есть и силы, и мотивация делать всякое и думать по-всякому. Следовательно, раз по моим часам Новый год все-таки наступил, пора разобрать кое-что еще важное в лучшей моба-игре нашего времени Dota 2. Скорее всего, вы уже играли в нее или хотя бы понимаете, что в ней надо делать, ломать трон противника. Посему у меня есть вопрос и к себе, и заодно к вам. Почему мне понадобилось 1,5 года, чтобы дойти до идеи тир-листа пушеров Доты? Это же буквально главная цель игры, однако о том, как ее лучше всего добиваться, я так ни разу и не рассказывал, по крайней мере, достаточно подробно, чтобы у вас понятие было вообще, что вы делаете, а не как я в первые 10 лет. Вы первые 10 лет в Доте, а не в жизни. Хотя, ладно, одно и то же. Короче, к чему я это? Спасибо за 50 миллионов просмотров, 67 тысяч новых подписчиков и за то, что шорт двухнедельной давности стал самым популярным видео прошлого года. Вы вообще, что ли, поехавшие или куда? Тир-лист пушеров Доты. Поехали! Начнем с базы. Что из себя представляет пушер и какими скиллами он должен обладать? Если очень просто, то пушер — это герой, который может эффективно ломать постройки противника. Однако способы достижения этой цели бывают очень разные. Например, Кентавр Варранер. На первый взгляд герой не особо подходит под определение пушера, и даже сама Дота говорит нам, что это не самая лучшая идея. Стойкость, инициация, контроль, быстрый урон, побег, но где же осада? Серьезно, Вальф, Тинкера вы все еще считаете пушером, но Кентавра нет. Вообще, мне, наверное, стоило начать именно с этой картинки, но... Ты кто такой, сука? Нет, потому что я согласен с ней всего лишь на 90%, поэтому возвращаемся обратно к коняке. У него есть сразу два неплохих способа пушить линию. Это второй и, конечно же, третий скиллы, но обо всем по порядку. Double Age, двойная старость. Это, на удивление, сильный скилл, о котором... Что? Правильно, все опять забыли. Уже на первом уровне каждые 3,5 секунды Кентавр может внести 100 АОЕ урона, которые... Да, окей, он тоже получит, но для того он, мать его, и Кентавр. Вы знали, кстати, что у него 7 и 7 хп регена на первом уровне без слотов? Я же ничего, да, не сломал здесь, правильно? Просто я сейчас в лобби сижу, и мне немножко странно видеть героя с хп регеном Тангуса, но без Тангуса. Короче, вернемся к Double Age. Это первый способ неплохо пушить. Быстро убивать лейновых крипов противника, чтобы ваши крипы без потерь дошли до тавра противника. Но для этого у Кентавра есть еще и пассивка Retaliate, которая работает как своеобразная возвратка. Вы стукаете Кентавра, он стукает вас в ответ, но слабее. Однако, что здесь самое главное? Правильно, то, что пассивка работает на постройки. По сути, именно поэтому Кентавр любит играть достаточно суицидально, заходя буквально за чужой тавр, чтобы вас били и крипы, и тавр, и при этом ваши крипы не агрились куда не надо. Учитывая, что герой является оффлейнером, это автоматический Б-тир пушер, но если слегка включить мозг, можно и до А-тир разогнать. Урон от пассивки физический, следовательно, под кирасой и, например, аура СФ, урон по таврам вырастает буквально в разы, но так и быть. Пассивных пушеров в полноценный А-тир запихивать не будем. Почему Б. так? Второй. House Knight. Нет, это не мое предложение, это уже от Valve, поэтому давайте объясним им, в чем же здесь проблема. Патч 6.83. Урон от иллюзий построением уменьшен на 25%. Патч 6.88E. Урон от иллюзий построением уменьшен до 30%. 7.00 до 50%. 7.06 до 60%. Я распишу нахуй поминутно, блядь. Теперь понимаете, в чем проблема героя, который балансируется вокруг критов и толпы иллюзий с теми же самыми критами? Да, в теории он может стукать ТВР, но в теории это может делать и ЦМК, потому что талант на скорость атаки вау классно нет. F-тир, ведь даже несмотря на то, что урон от иллюзий показывается как 100%, по ТВРам каждый из них бьет всего лишь 40. И да, сразу вычеркивайте Фантом Лансера, потому что это просто уже даже не смешно. Базовый урон от его иллюзий всего лишь 22%, и поверьте мне, 40% от этого не делают буквально ничего, даже если это умножить в 10 раз. Ну да, окей, это делает то же самое, что и Хаос Конь, поэтому давайте его тоже сразу в F-тир запихнем и пойдем по тому, что я считаю пушерами. Константа, ну что там? Третий, Клинкс. Помните, когда мы в прошлый раз разбирали не лоха скелета лучника, я сказал, что пойду тестить его пуш-потенциал в турбо. Ну короче, опять, да, лабин, и возможно зря, потому что героя вообще никак не меняли в последних патчах. А это означает только одно: он сломан, но никто не знает как. Это Дота, если что, поэтому если вы считаете, что все страты с ним уже были найдены, зайдите в комменты, вам пояснят за ошибки. Ну так вот, да, чисто для осознания. Скелеты Клинкса 7 уровня дамажат почти столько же урона по тавру, сколько дамажат иллюзии ЦК 30 уровня. Однако, почему так? Не, серьезно, почему так? Тар-бомба. Скилл, который на 7 уровне добавляет всем скелетикам, которые атакуют цель, дополнительные 45 дэмэджа. Однако, это еще не все. Скелеты не являются героями, следовательно, у них нет штрафа по урону. Плюс, вы когда-нибудь замечали тип урона Тар-бомбы? Урон от попадания
ускорение магический. Следовательно, каждые 4 секунды вы можете просто откушать у тавера 100 хп, ведь у построек нет Magic резиста. Вот это вот, к слову, вообще не норма, ведь дальность каста второго скилла больше, чем дальность атаки тавера. И да, плотный Б-тир, ведь чем дальше в лейт, тем больше скелетов, в отличие от того же хаос коня. Четвертый, Тини. Мелкий. Окей, ладно, для этого лица имя у него идеальное, поэтому сразу посмотрим на его огромное дерево. 100% сплэша, который можно, не тратя ману, уничтожать крипов буквально за секунды. Еще немножко урона сверху. Не совсем уверен, кстати, что 35 дэмэджа хотя бы как-то решают на Тини, который в ульте имеет 170, но так и быть. Лишним не будет, особенно под 85 дополнительных процентов урона по таверам. Почти дабл дэмэдж, но если вам будет мало, есть талант 20 уровня, который поднимает урон уже до 115%. Если у вас в команде есть Кираса и Дизоль, то 2 тычки от сабли вполне могут сломать пол тавера, и как бы да, это А-тир, но всегда можно лучше. Ну окей, не обязательно лучше, но мне просто интересно, сколько еще людей об этом забыло. Тос наносит урон по таверам, а ульта добавляет урон от Тоса. Потом берем второй 20-й талант и просто закидываем бараки крипами, даже не подходя к ним. Ля, почему я никогда не видел страты Тини через арту? Парни, не доигрываем, вперед. А вот куда? Решайте сами. Народ, а вы когда-нибудь дрались в подворотне с бомжом за одежду? Нет? Ну, если вдруг хочется попробовать нечто похожее, то у тести дропов появился ивент с новым режимом и обновленный БПшник. В этом режиме вы можете создать свое или войти в чужое лобби до 4 человек, в котором вы будете открывать заранее выбранные кейсы. Тот, кто выбьет самый дорогой скин, забирает шмотки у остальных. И да, битва может идти в несколько раундов. Найс механика, кстати, добавляют. С БПшником все как и раньше. Каждые 15 лов аркана, а на 60-м ДК хук. Плюс в новой линейке кейсов присутствует вот это вот чудо в 100% 4 скина. А также новые предложения в секретной лавке. Ну и по стандарту, открывайте сундуки, забирайте скины, лутайте коины и участвуйте в топе игроков. И открывать ежедневные бесплатные ящики тоже не забывайте. Ну а по моему промичу получите бонус при пополнении. Ну а мы жмем на продолжение видео. А может вам еще один хлопок дать, чтобы вы это... Это вам подарочный будет. Пятый, Врейс Кинг. Герой, из-за которого мне пришлось подвинуть 2 прошлых слегка пониже. Ага, он настолько поехавший. И что самое классное, вам даже ничего покупать для этого не нужно. Разве что Кираса опять же лишней не будет. Главная его сила заключается, конечно же, в скелетиках, которые, если вы вдруг не знали, работают как стаки. Когда вокруг вас умирает 2 крипа, вы получаете 1 скелета, но это только до 20 уровня. И мне, к слову, кажется, что так оно работать не должно. Талант на плюс 5 к минимальному числу скелетов позволяет вам призывать скелетов, даже если у вас нету стаков скелетов. Но это еще не все, ведь у него есть еще 2 таланта, один из которых увеличивает их время действия до 50 секунд и уменьшает КД с 50 секунд до 37. Я даже не представляю, где здесь должен быть баланс, и явно не в таланте 15 уровня, ведь он добавляет примерно 70% от базы скелетов. К базе скелетов. Следовательно, если взять Владимир, у каждого из них будет уже за 60 дэмэджа. Добираем Кирасу, чтобы уменьшить армор таверам, и получаем... Я даже не уверен, как это назвать, поэтому пусть будет S-тир. 6-я, Death Prophet. Ну и раз заговорили о самых плотных пушерах в игре. Профетка и ее экзорцизм. Один из самых сильных скиллов в игре, к слову, который к тому же работает на ТВРа, потому что почему бы и нет, правда? На 6-м уровне урон выглядит не таким уж и особенным. Примерно 2/3 Т1 тавера за 40 секунд. Однако уже на 12-м уровне урон буквально умножается в 2 раза. И в 3 на 18-м. И в 4, сука, на 25-м. Что в итоге дает нам... около 5000 урона меньше, чем за минуту. Я ничего не путаю, да? Эта шляпа на 25-м левеле может одним скиллом сломать трон. Интересно, особенно под Кирасой, которая добавляет еще больше урона аурой на минус армор. Господи Иисусе, Дота 2, когда-нибудь кто-нибудь будет понимать, что здесь происходит? А-тир. 7-й, Tidehead Dragon, он же Джакира. Бля, они поубивают друг друга, я тебе отвечаю, это будет так смешно, это ну просто, ну типа. Еще один герой, которому не поменяли почти ничего в последних патчах. Следовательно, он тоже по-своему сломан, и здесь я даже могу сказать, где проблема. В теории Dual Breath можно использовать как неплохой отпуш скилл, чтобы избавляться от целых патчек крипов, но когда люди говорят ТХД пушер, они имеют в виду именно Liquid Fire. 3-й скилл Драгона. На 7-м уровне его длительность будет больше, чем откат. Следовательно, можем просто принять как факт, что каждую секунду башня противника будет терять ровно по 50 хп. Ведь урон-то магический. Плюс неплохим бонусом является то, что 3-й скилл имеет радиус в 300, в котором все не только получают урон, но и теряют 60 скорости атаки. Следовательно, тавер будет еще медленнее бить в ответ. Да, некоторые модификаторы скорости атаки работают и на постройке, но все еще D-тир, просто потому что саппорт. И еще потому, что у него талант на Liquid Fire забрали, но это уже мелочи. 8-я, Enchantress. Здесь будет слегка сложнее, но вы не тупые, должны понять. Тем более, если смотрели видео про лесников. Ну так вот, до меня очень долго доходил тот факт, что уже на 1-м уровне Энча может приручать лейновых крипов-дальников. И если это не кажется вам чем-то очень серьезным, то позвольте напомнить вам о том, что я забыл в прошлый раз. Пронзающая атака. Дальники
Такие имеют слегка другой тип урона, который позволяет им вносить в 1,5 раза больше урона по другим крипам, что на 7 уровне дает инчедальника в соло, зачищающего линию. Я тебе не верю! Ты несешь хуйню! И как бы да, ТВРа получает меньше урона, чем обычно, но дополнительный дэмэдж прирученным крипам от второго скилла вполне может решить эту проблему. Си-тир, но только потому, что сама инча буквально ничего не делает против построек. И слава Гейбу, кстати, ведь если импетус начнут пробивать ТВРа, я буду с радостью вспоминать времена, когда она могла переманивать Рошана. Это не кликбейт, кстати. Типа, многие подумают, что это кликбейт, но на самом деле это несколько раз это не был кликбейт. 9. Вайпер. Я и дальше буду считать, что такую вещь, как Аганим Шарды, про-дотеры просто забывают, ну или морально презирают, ведь после его покупки Вайпер превращается в одного из лучших пуш-потенциалов во всей игре. Но немножко не с той стороны, с которой вы могли бы подумать. В общем, да, тройка Вайпер через второй доминатор и ледяного голема. Наблюдайте. Аганим Шард позволяет первому скиллу работать на постройке, а также снижать броню, помимо Magic Resist. Плюс урон от Poison Touch магический, Poison атаки. Сука. Следовательно, Вайпер получает даже не 2, а 3-кратные бонусы от Шарда. Сам по себе дэмэдж от первого скилла, минус армор, чтобы с руки можно было больше дамажить, и уменьшение Magic Resist, которое еще больше увеличивает урон от первого скилла. Мне кажется, оно так работать не должно, но давайте вернемся ко второму доминатору. Уменьшаем резист до минус 128% с помощью Groove Bow и 7 стаков Poison Sting. Кидаем ледышку, и да, даже в такой ситуации эта шляпа буквально не вносит урона, но... Знаете, что мне сейчас пришло в голову? Еще один предмет, который добавляет магический урон с руки. Добро пожаловать! Уменьшение Magic Resist увеличивает урон от Майндбрейкера по ТВРам. S-тир, ведь он еще и крипов отпушивать может, но это уже мелочи по сравнению с... Вот с этим. Сколько это? 90 каждый? Да, 90 тысяч дополнительно. Блять, ну это ж не герой. У него брейк, пробивающий БКБ, замедление атаки, пассивка замедляющая. У него же еще и дизарм. Блять, ну я говорил, тройка Вайпер, он будет или мид, или кэрри через вас Аганим, как Пуджик. А? Слышь. До свидания. Зимка, мальчик мой, иди нахуй. 10. Брюмастер. Один из тех героев, о которых забыли даже Valve, ведь он якобы не является пушером. И да, если не знать 10 разных, никак не связанных друг с другом механик, то может показаться, что пушить панди нечем. Однако в этом и кроется секрет доты. Первое. Духи от ульты не являются героями, следовательно, они не получают штрафа по урону. Если хотите понять, что я сейчас сказал, то видосик «Как работает урон в Доте 2» вперед. Второе. Земельный дух обладает теми же аурами, что и ваш герой, следовательно, Владик и, конечно же, та же самая Кираса входят на удивление приятно. Звучит так себе, но вы поняли. Ну и третье, и самое главное, Демолиш. Пассивка Воина Земли, которая добавляет ему 250 дэмэджа против построек, что суммарно дает 4 духам 630 дэмэджа с довольно приятной скоростью атаки. Поэтому, если что, не забывайте, что Брюмастер с Травелами и Кирасой может позволить себе поиграть в размен тронами. Единственная проблема — большая зависимость от лейта, ведь без 18 уровня пуш-потенциал получается такой себе. Си-тир. 11. Энигма. Скажу честно, изначально вообще хотел его вырезать из этого видео, однако после талантов до меня дошло, что не стоит. Вообще, даже если просто брать 7 уровень, то настаканные энигминята уже вносят дэмэджа как несколько героев. И да, к слову, вот об этих самых энигминятах, которые должны разделяться. Они это делают только после тычек по юнитам. ТВРа не считаются. Следовательно, вы либо идете пушить вчетвером, либо множите их на крипах и выдвигаетесь целой толпой. Но у меня другое предложение. Покупайте Мидас и ждете 25 уровня. Я начинаю замечать сходство с про-играми. Ну так вот, на 10 уровне берете скорость атаки, на 20 плюс 40 урона эйдолоном, и если что, это буквально дабл дэмэдж для них. И на 25 плюс 5 к числу эйдолонов. Потом докупаем Кирасу и получаем вот это. И да, в теории их можно еще размножить, нажать рефрешер, призвать еще одних, которые потом тоже размножить, но зачем? Пока я все это говорю, тавр уже упал. Классный, да, герой, в общем. А тир, ведь вам даже подставляться лишний раз не нужно. Просто пустили энигминят, а дальше по ситуации. 12. Лишрак. Пушер для ленивых. Против ленивых. Подожди! Ведь в наше время герой не делает буквально ничего. Если вы, конечно, опять не забудете купить Mage Slayer, каким образом он получил плюс 7% винрейта, если Слееру апнули пассивку до 40%? Вы что там делаете? Да, сори, иногда забываю, что не у всех буквальная работа заключается в том, чтобы читать и анализировать доту. Спасибо за эту, к слову. Диаболики. Достаточно странный по всем параметрам скилл, который уже на 7 уровне вносит, внимание, пожалуйста,
1200 урона за 10 Охуеть. секунд чистого урона, который можно еще больше забустить, и мне кажется, здесь что-то неправильно. Ну, типа, на 25 уровне каждые 20 секунд у него есть скилл, который может в соло сломать Т3. Профессионалы игры и всякие подобные клоуны вроде называют это Power Creep, но мы здесь фанаты Valve, у нас таких концептов не существует. Верхушка Б-тира, ведь все остальные скиллы как раз помогают ему зачистить линию и от крипов, и от героев, чтобы потом можно было спокойно пушить диаболиками, но да, в массовой драке их эффективность очень быстро уменьшается. 13. Луна. Достаточно странный выбор, но давайте на секунду серьезно. В разы лучше Террорблейда, и мне кажется, сейчас надо срочно пояснить за Кэрри, потому что люди слишком сильно привязались к этому герою. Так, нет, окей, стоять. 13. Террорблейд. Д-тир. Да, все не настолько плохо, чтобы отправлять его в F-тир, но... Что ты сказал? Ты что мне сейчас сказал? Давайте я попробую объяснить, почему вы все еще считаете этого героя адекватным пушером и почему это ошибка. Обычно он выходит из леса на 40-й минуте с 5 слотами, когда абсолютно любой герой будет уничтожать ТВРа. Ну типа, да, он может очень эффективно отпушивать сразу 3 линии, но если бы это было адекватной причиной, Тинкер был бы... Стайль. И если что, давайте сразу признаюсь. Я один из тех, кто пару лет назад говорил слова типа ТБ в пике, 700 тысяч в кармане. Однако... Так, стоп, я часть проблемы, да? 14. Луна. Идеальный фармер, что также делает ее очень неплохим уничтожителем бараков, конечно же, за счет глейвов. Каждая ее тычка прыгает еще 6 раз по другим целям, в том числе по стройкам. Из-за чего многие не особо любят дефать после того, как Луна все-таки сломала первый Т3 Тавер. Ну типа, до этого она просто неплохо отпушивает крипов, с мантой почти как Террорблейд. Но как только она добирается до чужого хайграунда, расположение построек буквально не дает вам подойти к ней, ведь даже несмотря на уменьшение урона от Мунглейва, когда их летает там буквально десятки, становится малость страшно. Однако, все еще Си-тир, ведь для начала нужно дойти до ХГ. 15. Dragon Knight. По сути, лишь рак среди ручников. И да, я понимаю, как это звучит вне контекста, так даже смешнее получается. После 6 уровня герой превращается в одного из самых ленивых, но при этом рабочих пушеров, конечно же, благодаря своей ульте. Каждая ваша тычка в форме дракона накладывает дебаф, который в течение 5 секунд слегка поддамаживает противников. Но проблема в том, что у башен все еще нет Magic резиста. Valve плюс фиксы, следовательно, мы получаем пассивные 25 урона в секунду, если хотя бы изредка давать тычку по таверу. Ну а с вашей броней и регеном делать это не особо-то и сложно. Плюс, недавно Dragon Knight'у слегка подняли первый скилл. И теперь он накладывает эффект удара дракона на всех, кого он заденет. А это, к слову, очень неплохой отпуш потанцевал. Б-тир. 16-й. Бестмастер. Один из тех, кого мы называем самонеры. Призыватели. Елюзи. По сути, сейчас у него нет почти ничего, что делает именно его хорошим пушером, кроме, наверное, кабанчика, но даже с талантами товара он пушит так себе. Однако, герой все еще стабильно берется в каждом профессиональном матче. Почему же так? Аура на 50 скорости атаки. Сори, это даже не норма. Даже несмотря на то, что базовое время атаки крипов равняется двойке, следовательно, не получает слегка меньше скорости атаки, такой огромный бонус для всех, в том числе для ваших лейновых крипов, позволяет Бисту буквально стоять и быть полезным. Просто, к слову, на 15 уровне с Кирасой Бист пассивно дает всем вокруг 80 скорости атаки. Ах да, бывало лейновых крипов всего лишь единица, следовательно, не получают даже больше скорости атаки. А-тир, чисто за пассивку. Классный герой, правда? 17-й. Фурион. Прекратите, это не пушер, вы только себе хуже делаете. В теории, раньше он был неплохим самонером, но в наше время буквально все его скиллы имеют в разы больше пользы, нежели пеньки. На первом уровне каждый из них имеет всего лишь 15 урона, и да, на 7-м может показаться, что такая... большая пачка пеньков должна сделать хотя бы что-то, но нет. С тем же успехом можно форсить доминатор и пушить троллем. Единственное, чего у Фуриона не забрать и почему он не попал в F-тир, это ульта. Если мы говорим про отпуш потанцевал, то нет, наверное, ничего более стабильного и безопасного. Просто стоите на базе, жмете куда-то на карту кнопку, и крипы резко начинают двигаться в сторону базы противника. Ну, потому что остальные уже сдохли. D-тир, но просто чтобы вы понимали. На 25 уровне пеньки с трудом догоняют Энигму 20 уровня в плане пуша. Видимо, Илюха, который покупает мерч, все-таки наныл. 18-й. Инвокер. А это уже страта из паблика, которая перестала быть смешной. Инвокер саппорт через доминатор и фарджей под алакрити. Вот вы думаете, я шучу, но я вам сотку ставлю. Топсон уже тестировал подобную шляпу. У нас с ним одинаковые травмы, походу, были. Вообще, мне кажется, это немножко нечестно, потому что вся суть здесь далеко не в самонах и не в доминаторе, а в том самом алакрите. С талантом 20 уровня вы можете дать союзнику плюс 124 урона и скорости атаки. Следовательно, ставить инвокера выше Си-тира смысла особо нету. Ведь с тем же успехом можно взять еще одного пуш-героя, типа Вайпера, и дать баф уже ему. Ну или на скелетика в Рейс Кинга, но это уж совсем для странных.
Ну или на волка союзные инчи, ну или нахуй инчу, ну или 19-й лон-друид, ну или на медведя. Сразу скажу, что я считаю лон-друида лучшим пушером во всей доте, и мне кажется, это довольно оправдано. Для начала потрогаем самого героя. После 6-го уровня он получает ульту, в которой он получает сразу 2 новых скилла, и присмотритесь к ним поближе. Если я все правильно понял, то их уровень должен зависеть от прокачки ульты, однако нет, он зависит от медведя. Следовательно, уже на 7-м уровне вы получаете дополнительные 60% урона под ультой, и еще плюс 40% для вашего медведя, и про него стоит рассказать отдельно. Даже несмотря на то, что Valve сделали его почти героем, они забыли о том, что герои должны меньше дамажить по таверам, но нет. Медведь имеет неуменьшенный дэмэдж, который к тому же еще больше поднимается демолишем. Плюс, учитывая, что у вас есть сразу 2 юнита для слотов, вы можете накупить себе буквально 12 предметов, и все они будут работать более эффективно из-за дополнительного урона. Под 2 дизолями это выглядит как-то слишком уж страшно. S-тир, 20-я, Брудмастер. Скажу честно, я не особый фанат Бруды, однако даже мне ее жалко, потому что с ней сделали, но это ненормально просто. Паучки сами по себе имеют от 9 до 20 урона, и нет, вы не ослышались. 10 паучков будут в лучшем случае дамажить как один фордж, даже без алакрити, потому что у них не такая уж и большая скорость атаки, но еще интересно то, что у нее нет буквально никаких талантов на урон от паучков. Ну типа, да, хп для них лишним не будет, но во многих ситуациях их действительно полезнее использовать для блока лесных спаунов, нежели для пуша. F-тир, даже в турбо. Да, вы не ослышались. 21-й, Shadow Shaman. Саппорт для ленивых, но очень агрессивных залупышей. После 6-го уровня все, что вам нужно делать, это раз в пару минут пробегать мимо вражеской башни, ставить змеек, а дальше по ситуации. И, скорее всего, эта ситуация будет в вашу пользу, ведь даже на 1-м уровне ульты каждая серия ударов наносит примерно 80 хп, а бьют варды довольно часто. Фишки от НСа все еще работают, чекайте. Встаем слегка за радиус атаки башни, ставим центрик и вокруг него ставим ульту. И хобана! Первые пару секунд тавер будет бить центри за 50 голды, вместо того, чтобы ломать ваши, чуть более дорогие варды. Рабочий Б-тир, но с каждым годом за него пушить становится все сложнее. Люди умнеют. 22-й, Ликан. Или Люкан. Или это я, Леха, вытащи меня из собаки. Помните, главное не что за слова мы говорим, а чтобы мы понимали друг друга. Поэтому, если я вдруг скажу Текис, начинайте смеяться. Ну так вот, с точки зрения пуш-потенциала, больше будет разве что у того же лон-друида, ведь со всеми талантами собаки превращаются в настоящих волков. Первое, что вам нужно знать, их БВА гораздо меньше обычных юнитов. Следовательно, Кирас дает им не 30, а 57 скорости атаки. Да, настолько. Добираем сюда талант на пассивку, которая будет давать уже 65% урона от базы, и еще на 2 волков на 25 уровне. И получаем пусть и не сумасшедший, но близко к этому дэмэдж построением. Плюс базовый урон, который добавляется от 2-го доминатора крипам, также улучшается пассивкой, что суммарно дает Ликану один из лучших потенциальных ДПСов ТВР. Но есть проблема. Собак слишком легко зафармить, да и самого Ликана никто близко к ним подпускать не будет, поэтому план Б. Покупаем Аганим Шард, слегка отпушиваем рандомную линию, делаем туда ТП в смоках, ломаем бараки за 6 секунд. Все-таки S-тир. 23-й, Чен. Попробуйте написать имя этого героя в русской раскладке. Вот, да, этого на ютубе делать больше нельзя. Базовый пик про доты на все времена. Возможно, именно потому, что в пуше на всех стадиях игры равных Чену просто нет. На 7-м уровне он может подчинить себе сразу 4 больших нейтральных крипов, при этом давая им дополнительную скорость передвижения и урон. Короче, представьте, что на 7-м уровне вас заставляют фармить 4 стака больших нейтралов, а потом осознайте, что он может делать с ТВРами, если все эти крипы будут троллями. Я понимаю, что шанс на это близкий к нулю, но просто хочу напомнить, что тролли могут призывать скелетиков, а скелетики в свою очередь увеличивают урон другим скелетикам в зависимости от количества этих самых скелетиков. Я уверен, Саня Гудвин нечто подобное уже проворачивал, поэтому в 10-й раз показывать не буду, но если вдруг не видели, посмотрите хотя бы в 1-й. А-тир. 24-й, Виномансер. Буквально единственный плюс того героя в плане ломания ТВРов — это сумасшедший отпуш, на который способны его микрозалупыши. Но делают они это настолько хорошо, что он вполне дотягивается до Си-тира. Однако, почему? Опять же, тип урона. Пронзающая атака вардов Виномансера на 7-м уровне позволяет им дамажить примерно столько же, сколько и сам Веник, но при этом вы можете призывать их каждые 5 секунд. Однако проблема в том, что это работает только на крипах, и даже если вы просто решите полностью окружить тавер вардами, особо много урона они вносить не будут, как раз из-за той самой пронзающей атаки, которая имеет 50% штраф при тычках по строениям. В общем, лучше в лес его берите, серьезно. Да, он должен был быть единственным S-тир героем в вот том видосе про лесников, но что-то пошло не так. 25-й, Визаж. Один из тех героев, которых просто нельзя адекватно оценивать, если вы почти не играли на нем, ну или не тестировали
тестировали его скиллы в лобби по отдельности. Отстаньте, работа такая. А все потому, что количество сыгранных игр на нем настолько маленькое даже на дота-бафе, что даже статистикой это назвать сложно. Однако недооценивать эту шляпу очень сильно не советую, потому что герой во все времена был примерно на уровне Чена. Если вы знаете, что на нем делать, вы это сделаете. Фамильяры, его ульта. На 6-м уровне вы можете призвать 2 летающих юнитов, каждый из которых бьет по 2 тычки в секунду по 10 урона. Следовательно, Визаж охуел. Какой старохет в секунду без модификаторов? Окей. Дальше. 12 уровень, 80 урона в секунду. 18, 120. 25 уровень, 180. А теперь начинаем. Фулл таланты, Кираса, Boots of Bearing, Orb of Destruction, чтобы не совсем уж наглеть и не брать дизоль. Активный эффект Аганима сверху, и в итоге мы получаем... Проверьте, пожалуйста. Примерно 724 урона каждую секунду. И судя по тому, что происходит с Тавером, даже если я и ошибся, то явно в меньшую сторону. Ну, типа, башня литерали